Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем цветы мимозы. Хочу поздравить всех прекрасных дам с 8 марта, и сегодня для вас рисуем цветок мимозы. Мимоза символизирует чувствительность, стыдливость, застенчивость. Она символ пришедшей весны, очень долго сохраняет свой внешний вид и приятный запах, который не пропадает даже после ее засыхания. Для того, чтобы изобразить цветы мимозы такими же пышными и как бы благоухающими даже с листа бумаги, мы с вами набираем ярко-желтый цвет на среднюю кисть. Почему на среднюю, а не на малую, хотя мы выполняем очень детальную работу для того, чтобы краски нам хватало намного дольше и не пришлось очень часто ее набирать. Итак, просто оставляем отпечатки кисти в виде круга. Просто делаем точки приблизительно одинакового размера. Если некоторые точки будут более водянистыми, это даже очень хорошо. Они будут более блеклыми пятнами и создадут подсветку и выведут на первый план более яркие пятна. Так что старайтесь их чередовать, яркие пятна с более водянистыми пятнами. Я рисую на рисовой бумаге очень сильной текучести, поэтому как только моя кисточка касается бумаги, то краска с жадностью впитывается и растекается по ней. Поэтому для меня эта процедура не составляет большого труда. Итак, продолжаем рисовать небольшие круги, просто делая точки на бумаге. Распределяем эти точки гроздями. Очень похоже на то, как мы с вами в последний раз рисовали сирень. То есть мимоза – это дерево, если некоторые об этом не знают, а многие не знают, потому что мимоза растет не везде, а в основном в приморских городах. Вообще это дивный цветок из Австралии. Итак, делаем эти точки, располагая их гроздями. Какие-то смотрят вверх, какие-то смотрят вниз, какие-то более в бок, а какие-то вместе, а какие-то отдельно. То есть создаем динамику. Она нам дает что? Живую картину, а ракурсность нам дает объем. Теперь, набрав водянистый голубой на ту же самую среднюю кисть, мы просто контуром обрисовываем вазу. Почему голубая с белым ваза? А потому что желтый цвет так радостно, ярко и очень хорошо сочетается именно с голубым цветом. Поэтому рисуем азиатскую бело-голубую вазу. Изображаем мы с вами сейчас хризантему. Я решила изобразить самый осенний цветок с самым весенним цветком, чтобы подчеркнуть их противоположность и настроение весны. Итак, тем же самым водянисто-голубым мы с вами рисуем хризантему, просто оставляя отпечатки кисти. Сначала прижимая самый кончик, затем увеличивая давление на кисть, ведя ее в нужном направлении, а именно к центру. Верхние и нижние лепестки хризантемы. Затем оставляем несколько водянистых пятен просто прижатием кисти для того, чтобы изобразить листья. И оставляем все это подсыхать. За это время и цветки мимозы тоже подсохли. И мы можем начать изображать остальные детали. Набрав темно-коричневый, мы рисуем с вами сейчас ветку, поскольку это дерево. Итак, мы изображаем ее дугообразными линиями, насаженными друг на друга. Точно так же, как мы с вами прежде изображали ствол, точнее стебель орхидеи. Прорисуем всего лишь несколько веток, чтобы дать понять, что на них насажены цветы и листья. И переходим к листьям. Листья у хризантемы очень необычные и красивые. Они похожи на серебристые. Ее даже называют серебристой акацией, поэтому мы взяли оливковый и в некоторых местах будем работать не водянисто, а даже суховатой кистью, чтобы листья как бы терялись в воздушной перспективе, и тогда, может быть, они будут похожи даже на серебристые. Итак, нарисовав самым кончиком основу, веточку, мы начинаем просто проводить линии,
прижимая кисть до середины или иногда самым кончиком, если мы хотим получить тонкий отпечаток, тонкий мазок. И так мы насаживаем такие мазки на нашу тонкую веточку, просто проводя линии, прижав кисть до середины. Сейчас мы с вами займемся детализацией. Этого можно было, в принципе, и не делать. Хризантему можно ее листья изображать и так, и так. Можно было оставить их и не заполненными. Но мне очень нравится структура листьев хризантемы, которая состоит из многих-многих маленьких таких палочек. И мы сейчас это прорисуем контурной кистью, тонкой, малой кистью. Мы просто проводим тонкие линии, одну центральную, и на нее насаживаем боковые. Это не нужно делать на всех, собственно говоря, листьях, на всей листве, хотя это по вашему предпочтению. Я хочу выделить лишь несколько выборочно, для того, чтобы создать передний и задний план и какие-то ветки цветами подчеркнуть более, нежели чем другие. Например, вот эти две ветки с листьями очень красиво между собой обрамляют в середине ветку с цветами мимозы. Вот именно их я хочу выделить. По тому же принципу я и буду выбирать остальную листву для того, чтобы подчеркнуть ее контуром. Контур, детализация, как я уже говорила, придает нашей работе большую аккуратность. Пока остальная часть листвы подсыхает, прежде чем нанести на нее контур, чтобы все не расплылось, сейчас уже на подсохшую вазу я нанесу ярко-синий контур. Набрав ярко-синий цвет на ту же самую контурную малую кисть, я просто обвожу все детали по контуру и прорисовываю листву, просто наметив на ней прожилки. И сразу стало ясно, что это цветок хризантемы. И теперь нарисуем стебель тем же самым движением, что мы рисовали его прежде у хризантемы. Вниз и немного назад, вниз, немного назад, или сверху вниз. Если двигаться, то вверх и немного назад, вверх и немного назад. В данном случае работаем мы целой кистью, поскольку она и так тонкая, прижимаем ее целиком от кончика до самой пяточки. И немного подчеркнем структуру вазы самым кончиком кисти водянисто-голубым. И опять можно взяться за листву, так как краска уже на листве подсохла. Контурной кистью темным оттенком зеленого мы прорисовываем листья. И теперь последняя деталь нашей работы. Это сами цветки хризантем, они уже подсохли, и набрав легкий оранжевый оттенок на контурную кисть, я просто волнистым контуром обвожу какие-то выборочные из цветков хризантемы. Эти очень красивые желтые шарики, солнечные шарики, маленькие солнышки. Я опять же буду обводить не все, а выборочно, чтобы что-то вывести на задний план, а что-то оставить на заднем плане. А каким принципом руководствуюсь? Те самые более яркие пятнышки, которые я нарисовала прежде, именно их я обвожу, а более блеклые я не трогаю, чтобы они еще больше создали подсветку и вывели эти обведенные на первый план. Итак, собственно говоря, я наношу последние штрихи. Еще раз поздравляю вас с праздником. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, что бы еще бы вам хотелось, чтобы мы вместе с вами нарисовали.